Я сейчас пришла на кастинг, захожу, передо мной толпа людей, вообще не понимаю, что происходит, и они мне говорят: «О, Джули, long time no see». Я такая, говорю, классно, говорю, а у вас как дела? А потом я вспомнила, что год назад или полгода назад я делала кастинг на этот же бренд, и в прошлый раз сказали: «О, сидит отлично и вообще супер». Но у нас как бы не было съемки после. И сейчас они меня так обрадовались увидеть, хотя что радоваться? Если вы радуетесь, давайте уж сниматься тогда, нет? Но это, конечно, забавно. Это бренд одежды, который шьет униформу для поваров, официантов, и, в общем, всего персонала на кухне, в ресторанах. Сам владелец, он из США, но, видимо, по бизнесу сюда приехал, в Турцию, потому что здесь, конечно, шить гораздо проще и дешевле, много фабрик. И в итоге он здесь остался, нашел здесь жену, у него тут родился ребенок. Вот так вот Турция может поменять вашу жизнь. Приедешь сюда в отпуск, а останешься потом на всю жизнь. А я сейчас иду покупать кокосовое масло, потому что я угощала наших друзей турок сырниками. Им очень понравились, а я делала их на кокосовом масле. Кстати, вам всем тоже рекомендую. Получается очень ароматные сырнички. Ну и, кстати, сейчас, чтобы делать сырники, чтобы вы понимали, я не иду в русский магазин и не покупаю там творог. Я беру турецкий йогурт, который все думают, что это греческий. Хотя, честно, в этой битве я не на чьей стороне. В общем, я беру этот йогурт, вывариваю его, и получается творог. И вот из этого творога я уже делаю сырники. Вот, посмотрите. Вы думаете, это банка с краской? Но нет, это йогурт, который я сейчас буду варить. 1, 2, 3. Кстати, пока мы не уехали из России, я не знала, что я настолько сильно люблю творог. И сырники, и сметанку, и сгущенку, и творожные сырки Баю Александров, и вкусы. Кстати, помните, в прошлом видео я показывала, как я покупала это платье? Не помните? Значит, не смотрели. Смотрите. Если вы помните, вы такие умнички. Спасибо вам. Так вот, мне кажется, что я все лето прохожу в этом платье, потому что оно такое комфортное. И так как вещи я покупаю себе очень редко, если я что-то купила, и мне это очень нравится, я его буду носить, пока мне это не надоест. Так что я думаю, что это платье ждет та же участь, что и все остальные мои любимые вещи. Прости, платьишко. Приветик. Вы, наверное, знаете, что здесь, в Турции, есть очень популярная булочка, которая называется симит. Это такая традиционная турецкая булочка в форме бублика с кунжутом. Конечно, его здесь можно купить на каждом шагу, у метро или в любом проходном месте, но здесь симит любят настолько, что даже во дворах его продают. Для этого продавец берет тележку, наполняет свежими симитами и катает эту тележку по районам, при этом кричит типа: «Хей, ребят, я везу симиты, кто хочет, выходи!» И люди из окна слышат, что идет продавец симитов, надо быстренько выбежать и купить симит. Ну или те, кто живут на первом этаже, типа нас. Мы расплачиваемся прямо из окна, и поэтому мы получаем симит прямо на дом. Мы сами очень полюбили симит, и у нас теперь ни один завтрак не обходится без него. Кстати, о завтраке. Сейчас мы собираемся ехать в район Сарьяр, который находится не в центральной части Стамбула, до него надо немножко проехать, но это настолько красивый район, что я 100% рекомендую его посетить, если вы там еще не были. Так что сейчас мы ждем наших друзей и собираемся поехать туда на завтрак все вместе. Как здесь хорошо. Вообще, такая красота. Сарьяр Симит просто лучший. Вот чтобы вы понимали, насколько Сарьяр Симит классный. Вот смотрите, я его ломаю вот так. Прямо хрустит, а внутри такой вкусненький и сладенький. Я не знаю, видно ли это на видео. Вот я немножко нажимаю легонько. И это бурек. Сарьяр бурек тоже супер бест. Все, поели. Где-то Чайковский играет, слышите? Ребята, Сарьяр — это просто one love. Серьезно. Здесь просто офигенно. А в этом ларьке бесплатно раздавали локму. Этим десертом в Турции угощают всех желающих в память о недавно усопшем или на годовщину смерти человека.
А мы тем временем отправляемся домой. Приветик! Я иду записывать видео для англоязычного канала про наш отпуск в Фете, потому что в последнее время я разленилась и вообще перестала делать видео для того канала. Поэтому сейчас я решила его немножко реанимировать. Так что сейчас я ищу красивую локацию, которая должна быть обязательно в тени. Потому что, во-первых, я не хочу расплавиться сейчас на жаре. А во-вторых, я, конечно, выбрала очень удачное время для съемки. Полдень, когда свет очень и светит прямо сверху на тебя. Сейчас попробуем что-нибудь найти. В целом, я готова. Все, погнали. Hi guys, my name is Yulia, and here I'm gonna make a short. There is long and clean embankment. Sun. Что sun? A beautiful spot for sunset. And beautiful spot for sunset pictures, by the way. Place for paragliders, okay? Bye. Все, я записала. Hi. Сегодня мы с Дианой решили сделать небольшой шопинг, так что мы сейчас ждем такси и выезжаем в Зорлу центр. Там есть классная детская площадка на улице, так что мы немножко пошопимся и потом будем тусить там, я думаю. Как с мамой. Не пугай ее, мама. Подъезжает. Смотри, нас такси, блин. Come here. Так, здесь первый этаж Лухари и для богачей, а мы идем на минус первый этаж. Магазины для нормальных людей. Ну, эта площадка, конечно, более для таких продвинутых малышей в плане от 3 лет, потому что совсем малышам будет здесь, скорее всего, опасно ползать. Ну и, конечно, сейчас мы пришли, здесь площадка вообще, можно сказать, пустая, потому что мы пришли в Байрам, значит, праздники на целую неделю, и Стамбул пустой. Обычно здесь, конечно, толпа. Мне все нравится. Мне тоже тут все нравится. Мы сейчас с Дианой зашли в Сефору, и здесь мы не обошлись без подарков для Дианы. Нам брали вот такой пробничек Гуччи, просто потому что я с Дианой была. Очень выгодно. Всем рекомендую. Сейчас мы в метро купили вот такую клубнику в шоколаде. И Диане дали в подарок ложку шоколадную и попкорн. Ну, это как возможно? Я заметила за собой, что я от турков переняла вот эту тему, что я с любым ребенком, которого только увижу, хочу делиться вкусняшками и вообще отдать ему все, что у меня есть. Кстати, к слову, вот знаете, когда живешь в другой стране, ты хочешь, не хочешь, но перенимаешь особенности и традиции этой страны. И вот мы тоже начали использовать какие-то турецкие фишечки в своем быту. Например, сейчас, когда мы выходим погулять с Дианой на площадку, мы обязательно берем с собой складной стульчик. Я оценила удобство этих стульчиков, потому что после нескольких часов, как ты посидишь на этих деревянных скамейках, этот стул кажется просто каким-то максимально комфортным диваном. Дальше. Наш завтрак стал максимально турецким. Теперь выглядит как шведский стол. То есть помимо яиц у нас на завтраке теперь есть оливки, овощи, джемы, несколько видов сыров, масло и семит. Да, кстати, теперь ни один завтрак у нас без семита тоже не обходится. Дальше мы стали использовать, честно, я как будто в Ижевск иду, вот это вот сзади здание. Мы стали использовать одеколон-санитайзер по поводу и без. Такие одеколончики, они называются... Да, они так и называются, колонь. Здесь такие штуки используют как санитайзер, что, кстати, умно, потому что санитайзер в спрее использовать гораздо удобнее, чем в жидкой форме. В общем, тема, да? Во-вторых, это очень вкусно пахнет. Но почему я была удивлена, когда мы пошли с Сашей в кафе, после того, как мы поели, нам принесли счет и вот такую огромную бутылку этого санитайзера и предложили помыть руки. И потом я встречала это очень часто. Вам просто могут предложить этот одеколон
помыть руки. Мы немножко не поняли, типа, что происходит. В итоге оказывается, что здесь используют такие санитайзеры еще после жирной еды, например, когда ты поел кебаб какой-нибудь, или мясо, или дюрум, или что-нибудь, или картошку фри руками, и хочется смыть, вот они используют такую штучку. Это интересно, это имеет место быть, и я сейчас это тоже использую. Дальше про детей я сказала, то, что сейчас хочется, правда, каждому ребеночку уделить внимание какой-нибудь вкусняшкой, или просто улыбнуться, или поговорить коряво, ну, как могу. Ну и вообще, кстати, в целом, знаете, мне кажется, что здесь, в Турции, немножко другое отношение, точнее, кардинально другое отношение к воспитанию детей. Здесь им позволяют быть детьми, то есть не требуют от трехлетки сидеть спокойно и есть свой суп аккуратно, потому что они знают, что он этого не сможет сделать. И все вокруг это понимают, и родители не переживают, что на них криво посмотрят то, что их ребенок как-то себя не так ведет, хотя ребенок-то ведет себя так, как ему надо, и в соответствии со своим возрастом, понимаете, да? Что еще? Пока что это все, что я вспомнила, но я уверена, что этих привычек мы переняли уже гораздо больше, так что, когда я вспомню, еще расскажу. Вы знаете, ребят, я Саше делала сюрприз, заказала из России специально часы Apple Watch, потому что там, кстати, дешевле гораздо покупать, чем в Турции, потому что в Турции налог на весь импорт, на всю импортную технику, косметику. И я попросила родителей привезти эти часы, они мне их привезли в мае, я их спрятала, все это время держала в секрете до июня, понимаете, да? Сегодня мы подарили эти часы папе, Саше, он принял подарок, сказал, что очень обрадовался. Но потом добавил, что он мечтал об этих часах с того момента, когда увидел их у нас в чемодане в отпуске, когда мы были в Фете с родителями. Уап-уап. Такие дела. Я думаю, что на этом все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, если да, ставьте лайки, если нет. Пока!